Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой вот очень интересный бабушкин квадрат. Смотрите, я буду вязать двумя цветами. Вязание будет без отрыва нити. Также для вязания буду использовать крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Квадрат можно вязать любого размера, сделать его либо же как мотив, либо же увеличить до размера коврика, сидушки или наволочки. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с кольцами гуруми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь получается крестик. Между двумя ниточками заводим крючок, захватываем петлю и снимаем с пальчиков. Можно слегка колечко вот за вот этот хвостик подтянуть, чтобы оно было немножечко поменьше. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это наш первый столбик с накидом. Теперь в колечко вяжем второй столбик с накидом, третий, четвертый, 1 воздушная и вновь 4 столбика с накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Воздушная петля. Смотрите, у нас получилось 2 связки по 4 столбика, а должно быть 4. Провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная. И последнюю связку, четвертую, провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый. 1 воздушная, затягиваем колечко наше. Вот видите, у нас получилась 1 связка, 2 связка, 3 и 4. Теперь здесь находим с вами второй столбик и под его вершинку, то есть не в третью петлю, а во второй столбик под вершинку соединительные. Присоединяемся. В третий столбик, получается, вот был первый из воздушных петель, во второй мы присоединились, в третий под 2 стеночки соединительные переходим и в четвертый соединительные переходим. Берем новый цвет. Итак, теперь мы заводим с вами крючок там, где у нас была воздушная петля, и берем новый цвет пряжи и протягиваем через серединку и через нашу петлю. Белую нить не обрезаем. Набираем 3 воздушные. Это наш первый столбик с накидом. Теперь сюда же, в промежуток в этот, провязываем второй столбик с накидом, третий, четвертый, воздушная. И теперь сюда же провязываем еще 4 столбика с накидом. Провязываем первый, второй, третий и четвертый. Теперь без всяких воздушных, без ничего, сразу переходим к следующему промежутку, где у нас была воздушная петля. И сюда провязываем точно так же 4 столбика, воздушная 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Воздушная. И теперь сюда же еще 4 столбика. Первый, второй, третий, четвертый. И теперь аналогичным образом мы поступаем в этом промежутке и вот в этом, то есть там, где у нас были воздушные петли. Теперь смотрите, здесь находим с вами третью петлю подъема и стараемся, чтобы у нас получилось зацепить 2 половинки петельки. Первую, которая ближе к нам, и вторую, чтобы вот таким образом получилось. И здесь соединительная.
Теперь провязываем 3 воздушные. Они нам не служат никаким столбиком с накидом, мы просто так поднялись вверх. Теперь делаем накид и возвращаемся вот в этот промежуток, провязываем 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй и третий. Но третий не довязываем до конца, оставляем вот так вот на крючке и берем нашу белую ниточку, провязываем белым цветом. Теперь желтую нить мы с вами ведем вдоль, и сейчас будем вязать уголок. Уголок вяжем белым цветом, вот сюда вот в промежуток провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Одна воздушная, и сюда же 3 столбика с накидом. Раз, два. И третий столбик не довязываем до конца. И теперь белую ниточку опускаем, захватываем желтую, протягиваем. Теперь белую нить ведем вдоль, желтой будем вязать вот сюда в промежуток, вяжем 3 столбика с накидом желтым цветом. Первый столбик, второй и третий не довязываем до конца. То есть видите, точно так же, как здесь. Теперь у нас идет следующий уголок. Опять меняем ниточку, цвет, протягиваем белым цветом, желтую нитку ведем вдоль и переходим к углу, провязываем уголок. 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Одна воздушная, и сюда же в уголок 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий вяжем не до конца, и здесь меняем цвет. И теперь опять вот этот промежуток вяжем 3 столбиками желтым цветом. То есть здесь у нас узор повторяется. Белую ниточку держим вот так вот вдоль, протягиваем первый столбик, второй, третий не до конца, меняем ниточку. И дальше идет уголок. То есть по вот такому принципу, как мы с вами вязали здесь, мы провязываем вторую половинку квадрата. Дошли с вами до конца ряда, провязали последний столбик белым цветом полностью. Теперь раз, два, три, в третью петлю подъема под 2 половинки петли стараемся попасть, желтую ниточку протягиваем и соединительной присоединяемся. Набираем 3 воздушные петли, которые нам служат просто петлями подъема. Делаем накид, возвращаемся назад и провязываем 3 столбика с накидом. 2, 3. Желтую ниточку ведем вдоль. И теперь смотрим, если вот смотрите, у нас в том ряду вот здесь была нитка протянута желтая, ее не видно, да? Но в принципе можно и под нее вязать, под вот эту вот протяжку. Но я обычно там, где цвет в цвет, я их не трогаю. А если вот, как допустим, вот здесь видно, да, то, что здесь желтый цвет, здесь белый, я вяжу под саму вот эту ниточку. Сейчас дойдем, я покажу. Теперь в следующий промежуток вяжем 3 столбика белым цветом. Второй столбик. Третий вяжем не до конца и провязываем 2 петли желтым цветом. Теперь уголок, белую нитку ведем вдоль, а уголок провязываем точно так же, как в предыдущем ряду, только желтым цветом. Провязываем первый столбик, второй, третий, воздушная, и сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий столбик не до конца. Меняем цвет. Желтую ниточку веду вдоль. И теперь смотрите, видите, здесь видно контраст, вот эта вот протяжка. Поэтому я буду вязать под нее. Вот таким образом.
провязываю первый столбик белым цветом, второй, третий. Следующий промежуток желтую ниточку веду вдоль, продолжаю, да? Следующий промежуток также вяжу 3 столбика белым цветом. Видите, эту протяжку желтую не видно, но в принципе можно и все протяжки так провязывать. Тут как уже вам нравится, давайте провяжем. Так, второй столбик, третий столбик не до конца. Теперь меняем цвет и уголок провязываем желтым цветом. Первый столбик, второй, третий, воздушная петля и сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий не довязываем до конца, меняем цвет и начинаем повтор. То есть точно так же, как мы с вами провязали вот эту сторону, мы провязываем все остальные. По углам у нас получился желтый цвет, а в промежутках белый. Дошли мы с вами до конца ряда, опять находим с вами 1, 2, 3, третью петлю подъема под одну половинку, под вторую, заводим крючок, белую ниточку протягиваем и соединительную провязываем. Набираем 3 воздушные петли подъема и теперь вот сюда в этот промежуток вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий провязываем не до конца. И теперь меняем цвет. Желтую ниточку протягиваем дальше. И вот сюда в промежуток либо так, либо же вот под протяжку нашу, как вам больше нравится, провязываем 3 белых столбика. Второй, третий вяжем не до конца. Меняем цвет. Белую ниточку протягиваем дальше. И в следующий промежуток вяжем 3 желтых столбика. Первый, второй, третий вяжем не до конца. Опять меняем цвет. Желтую ниточку протягиваем дальше и в уголок вяжем, как обычно, 3 столбика с накидом. Одна воздушная, сюда же 3 столбика. И третий, последний, не довязываем до конца, меняем цвет. Следующий промежуток вяжем 3 желтых столбика с накидом. Белую нить протягиваем дальше. 2 и третий не довязываем до конца, меняем цвет. Желтую ниточку протягиваем дальше и следующий промежуток вяжем 3 белых столбика. Первый, второй и третий не до конца довязываем. Меняем цвет и в следующий промежуток вяжем 3 желтых столбика. Первый столбик, второй, третий вяжем не до конца. Меняем цвет. Желтую ниточку протягиваем дальше и в уголок вяжем, как обычно, 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, воздушная петля и сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий вяжем не до конца. Протягиваем желтым. И теперь точно так же, как провязали эту сторону, вяжем оставшиеся 3 стороны. Нет, 2 получается. 1, 2. Эту сторону мы уже провязали. Довязали до конца ряда. Вновь находим третью
воздушную петлю, стараемся захватить ее за 2 половинки. Желтую ниточку протягиваем и провязываем соединительную. Смотрите, какой квадратик у нас получился. Он может быть как мотивом, так и самостоятельным изделием, если продолжить вязание. Самое главное, то есть принцип вязания у нас повторяется. Мы с вами ориентируемся на то, что вот смотрите, здесь у нас был вот такой вот треугольничек, да? Дальше у нас вот завершенный белый треугольник. Теперь у нас должен быть желтый. И вот таким образом мы ориентируемся, чтобы в каком ряду, в каком промежутке, каким цветом вязать. Именно вот по рисунку смотрим. Вот я провязала еще дополнительно несколько рядов. Видите, какой узорчик получается? Он везде одинаковый. Самое главное, чтобы не запутаться, обращайте внимание на углы. Углы у нас всегда чередуются, то есть если был белый, желтый. А вот здесь мы подстраиваемся под сам узор нашего вот этого треугольника. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.